Придет ли в этом месяце платеж от Google AdSense за вашу YouTube деятельность? Ну, на самом деле, скажу сразу, Google уже отправил деньги, мне пришло письмо, вот можете видеть его здесь, уведомление пришло о том, что деньги были отправлены, поэтому полагаю, что и вы тоже можете ожидать поступления денег в период с 21 по 25 число месяца, это как обычно. Мне, например, платеж довольно часто приходит 22 числа, иногда вот попадает на выходной день, 21 число, там на воскресенье, поэтому я жду следующего дня, и тогда уже деньги отправляются. Ну, давайте зайдем в кабинет AdSense, чтобы можно было посмотреть, как тут обстоят дела. Итак, я нахожусь в личном кабинете Google AdSense, я сделал скриншотик, замазал какие-то данные свои. Как вы можете наблюдать, ваш доход, видно уже, что денег здесь нет, это значит, что они были уже отправлены. Так, дальше вот показываю. Значит, по способам вывода, да, тот вопрос как раз-таки, который волнует достаточно многих людей, как быть уверенным в том, что платеж тебе поступит. Смотрите, в любом случае, даже если у вас санкционный банк, деньги вам все равно выплатят. Только вопрос будет заключаться в том, насколько быстро, насколько долго это все продлится. Итак, давайте вернемся сюда. Есть несколько способов вывода денег с счета AdSense. Это банковский перевод, платежная система Rapida. Я, кстати, не знаю, насколько она сейчас жизнеспособна, потому что на сайте Rapida уже есть объявление о том, что AdSense в России не работает, но эту информацию не подтверждает сам Google. Поэтому давайте не будем бежать как бы впереди паровоза. Есть еще один способ оплаты, это оплата чеком. Для России этот способ недоступен, поэтому мы его рассматривать не будем. Я недавно, вот вчера буквально подсуетился и все-таки завел себе вот эту платежную систему Rapida. Регистрация там достаточно простая, не вижу смысла как-то расписывать, как это сделать. Просто приложу ссылочку на Rapida, вы самостоятельно сможете зарегистрироваться с помощью своего номера телефона и паспортных данных. Труда это не составит. Этот способ нужен для того, чтобы предотвратить не получение платежа по банковскому переводу. В каком случае он может не пройти? Ну, я думаю, что вы в курсе, что сейчас банки у нас, многие банки санкционные, да, попали под санкции. Давайте список, кстати, покажу вам. Какие-то банки конкретно, чтобы вы тоже понимали, к чему готовиться. Итак, список банков санкционных на данный момент в России. Это банк ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк, финансовая корпорация «Открытие», Промсвязьбанк, Банк России и Сбербанк. Сбербанк, кстати, с ним отдельная история. Он на самом деле частично попал под санкции, и SWIFT у Сбербанка все еще работает. Смотрите, должен описать вам ситуацию, да, как вообще происходят платежи от Гугла. На самом деле они проходят не прямо на вашу карточку, не на номер вашей карточки, а на банковский счет. То есть Google вам отправляет с помощью платежной системы мировой, системы SWIFT, платеж со своих банковских реквизитов на ваши. Вот. В зависимости от того, в какой валюте вы получаете деньги, реквизиты отличаются, но сам факт того, что вы деньги получаете не на саму карту, а все-таки на банковский счет. Это нужно понимать. Именно поэтому вот здесь вот, на этом слайде я вам показываю, да, что банковский перевод на счет такой-то, такой-то. Он может, конечно, совпадать со счетом карты, это не столь принципиально, но сам факт, чтобы вы понимали, что перевод осуществляется не на ваши заблокированные уже предварительно карты Visa и MasterCard, а именно на банк. И если ваш банк не находится в списке санкционных, то с ним будет все окей и платеж пройдет. Поэтому будьте внимательны, да, проверьте, в каком банке у вас конкретно находится счет, который указан в платежке от Google AdSense. Возможно, вам стоит добавить другой банк какой-нибудь, например, можно указать реквизиты банка Тинькофф. Тинькофф Банк — это самый, наверное, такой спокойный островок спокойствия, да, среди всех банков, которые сейчас есть у нас из возможных как для осуществления инвестиций, так и для получения SWIFT платежей и переводов. Поэтому ссылочку в описании оставлю к этому видеоролику, вы сможете оформить карту Тинькофф, указать реквизиты Тинькофф.
платежке Гугла и, соответственно, не иметь никаких проблем. Кроме этого, карта является с бесплатным обслуживанием полностью, у них там куча всяких плюшек, также сейчас неплохая возможность есть начать инвестировать, потому что кризис, многие активы падают, и зарубежные, там, американские бумаги и так далее. Ну, короче, тем, кому будет интересно, переходите по ссылочкам в описании, я все оставлю для вас. Поэтому переживания насчет того, что у вас карта Visa или MasterCard, они абсолютно не обоснованы, не переживайте, это не важно. Если у вас указаны реквизиты банковские одного из этих банков по списку, укажите банк другой. Если, смотрите, такая ситуация произойдет, что вам отправят перевод, но так как банк у вас попал все-таки под санкции, вы не успели поменять реквизиты на другого банка, то не переживайте, деньги вернутся на счет AdSense, вы прикрепите к тому времени реквизиты Тинькова, к примеру, попросите опять выплату, или она автоматически даже произойдет. И, собственно, деньги вам отправятся в ближайшее время. Кроме того, хочу отметить, что если это все-таки будет последняя выплата от AdSense, такое может быть, будьте спокойны, будьте к этому готовы, это реально, да, извините, такая ситуация сейчас происходит. Если это будет последняя выплата, то вы получите все деньги, даже если на вашем счету меньше $100. Я думаю, многие знают, что минималка на вывод с AdSense это $100 было раньше, но в условиях такой вот ситуации Google дает вывести все деньги просто подчистую, поэтому не переживайте, если все-таки зависнут у вас какие-то мелкие там платежи на AdSense. Вот такой видеоролик получился. Надеюсь, у меня удалось разъяснить вам по полочкам, да, что и как тут связано, насчет чего стоит переживать, насчет чего не стоит. Вообще переживать не стоит, ни насчет чего. Вот, если что, мы будем с вами выгребать из этой неприятной ситуации всеми доступными возможными способами. Я не призываю вас уходить на другие площадки, такие как Дзен и Рутуб, потому что они все-таки при всем как бы уважении, да, они не могут составить никакую конкуренцию такой площадке, как YouTube. Поэтому качайте VPN-сервис, устанавливайте на телефон, на компьютер, на все другие устройства. Вот, и ввиду того, что все-таки санкции распространяются не только на YouTube, но и на другие соцсети, это рано или поздно придется сделать, установить VPN. Ссылочки на установку VPN я тоже оставил в описании к этому ролику, там 2 проверенных сервиса, так что пробуйте, устанавливайте и не имейте проблем с доступом к YouTube. Все, всем пока, увидимся в следующих видеороликах. Вопросы, какие-то проблемы, которые у вас возникают, адресуйте в комментарии под этим видеороликом, буду отвечать, насколько это возможно. Все, всем пока, удачи.